Привет, Арми. Тэхён появляется в сети с новыми фотографиями, которые всегда поднимают нам настроение, показывая, что он с нами. Надеюсь, они видят любовь и поддержку всех, кто их искренне любит и всегда рядом, несмотря ни на что. Пожалуйста, одарите Тэхёна и Чингука большой любовью, потому что они заслуживают этого за свой ежедневный труд. Давайте оставим добрые сообщения для Чингука на Уиверс, чтобы он знал, как сильно мы его и Тэхёна любим, и как важны они оба для нас. Мы очень любим тебя, Тэкук, и хотим, чтобы ты всегда гордился нами, нашими фанатами. Несколько дней назад мы все смотрели прямую трансляцию Чингука, и было так больно видеть, что он не мог быть самим собой. Он хотел только сказать правду и быть искренним с теми, кто его любит, не позволяя себя использовать в своих целях. Но, к сожалению, он не смог сказать все, что чувствовал в своем сердце, потому что существовали правила, которые ему это запрещали. Несмотря на все это, Чингук очень старался быть честным с нами, чтобы дать нам понять, что он нас любит, что он сделал все это для своих настоящих поклонников, его упорный труд и усилия действительно того стоили. Потому что он всегда старается выкладываться на полную, даже если не всегда может сделать это в полной мере. Чингук старается быть самим собой, но всегда найдутся люди, которые будут критиковать его и плохо о нем говорить, даже если они его не знают. Люди, которые думают, что Чингук может делать все, что хочет, потому что он взрослый, ошибаются. Пока он работает в компании и имеет контракт, он должен следовать правилам, даже если не всегда с ними согласен. Как вы думаете, почему он удалил свою вчерашнюю прямую трансляцию? Именно потому, что он был очень честен и сказал то, чего, вероятно, не должен был говорить. Он ясно заявил, что все должны быть честными, и он сделал это по-своему, но он также упомянул, что были вещи, которые он не мог сказать из-за компании. У Тэхёна и Чингука особая связь, которая очевидна, когда они вместе, как будто они понимают друг друга, не говоря многого. Тэхён всегда старается поднять нам настроение своими фотографиями и сообщениями, показывая, что он думает о нас. Чингук, с другой стороны, старается быть честным, даже когда это сложно, демонстрируя, что ценит наши отношения. Оба заслуживают нашего глубочайшего уважения, потому что они делают все возможное, чтобы оставаться рядом с нами, несмотря на препятствия, с которыми сталкиваются. Их отношения учат нас тому, что верность любимым людям превыше всего, даже когда становится тяжело. Когда Чингук говорил во время своей трансляции, он объяснил, что есть вещи, которыми он не может поделиться не потому, что не хочет, а потому, что ему это запрещено. Эта ситуация заставляет нас задуматься о том, как сложно постоянно быть в центре внимания и не иметь полной свободы. Между тем, Тэхён нашел способ общаться, не нарушая правил, используя фотографии и сообщения, чтобы сказать «я здесь». Во время прямой трансляции Чингук был в красивом ожерелье, а также в кольце и поясе от бренда Chrome Hearts. Многие фанаты начали строить странные теории, думая, что Чимин подарил ему это ожерелье. Они связывали его с 14 июля, известным в Корее как «Серебряный день». Они даже приписывали ему другие, не имеющие отношения к делу значения. Однако ожерелье Чимина отличалось тем, что оно было двусторонним и имело изумрудно-зеленые жемчужины, что явно делало его не таким, как у Чингука. Стоит отметить, что у Намджуна тоже есть такое же ожерелье, как у Чимина, и это не только он, другие артисты, такие как Дженни и G-Dragon, также были замечены в похожих моделях. С другой стороны, у Мингу из другой группы есть ожерелье, идентичное ожерелью Чингука. Если следовать логике, что похожие аксессуары означают, что они состоят в отношениях, то нам пришлось бы предположить, что все эти люди встречаются друг с другом, что, конечно же, абсурдно. Ношение похожих аксессуаров – популярный тренд среди корейских знаменитостей. Chrome Hearts действительно любят многие айдолы, даже Тэхён носил солнцезащитные очки и толстовку этого бренда. Так что ношение одинаковых вещей – это скорее вопрос стиля и тренда, а не выражение каких-то конкретных отношений. Иногда бренды дарят товары артистам, поэтому похожие аксессуары ничего не доказывают. Отношения Тэхёна и Чингука выходят далеко за рамки простого взаимодействия. Их близость очевидна в том, как они разговаривают и ведут себя друг с другом. Им не нужно носить одинаковые ожерелья, чтобы показать, что они ладят. Их связь проявляется в естественном взаимодействии, как во время прямых эфиров, так и на публике.
они демонстрируют взаимопонимание и поддержку. То, как Чингук смотрит на Тэхёна, часто говорит громче слов. Его глаза загораются, когда Тэхён рядом, его выражение лица быстро меняется. Даже в людных местах Чингук остается сосредоточенным на присутствии Тэхёна, как будто желая убедиться, что с ним все в порядке. Это постоянное внимание передает тихую заботу без необходимости в словах. Важно не делать выводов, основываясь только на таких вещах, как ожерелье или одежда. Аксессуары не определяют, что связывает двух людей. Отношения между артистами могут быть сложными и не всегда очевидными. Самое важное — это то, как они разговаривают и поддерживают друг друга. Заботливый взгляд или нежный жест могут передать больше, чем любой предмет. Со временем они пережили множество событий, которые укрепили их связь. Путешествия, трудности и сценические моменты способствуют укреплению доверия. Когда Тэхён выглядит уставшим, Чингук это замечает. Когда Чингук испытывает давление, Тэхён остается рядом. Простые действия, такие как ожидание друг друга, совместная прогулка или обмен взглядами, являются признаками эмоциональной поддержки. Их близость отражает стабильность и безопасность, а также восхищение трудолюбием друг друга. Такая связь строится на терпении и уважении. Им не нужно объяснять свои чувства, потому что их действия говорят сами за себя. Каждый совместно проведенный момент укрепляет доверие. Несмотря на меняющиеся времена и обстоятельства, они сохраняют суть дружбы, они поддерживают друг друга в трудностях и отмечают общие достижения. Эта поддержка демонстрирует неизменную эмоциональную приверженность, уважение и забота остаются в основе их отношений. Если присмотреться, можно почувствовать отношения, построенные на привязанности и поддержке. Эти отношения определяются не предметами или внешним видом, а их постоянным присутствием и искренними действиями изо дня в день. И как армия, наша задача – просто продолжать дарить любовь, сохранять уважение и поддерживать их здоровым образом. Потому что, в конце концов, важнее всего не теория, а искренность и доверие, которые растут со временем. А когда мы говорим об искренности, мы на самом деле говорим о смелости, смелости стоять в центре внимания. Смелости продолжать улыбаться, когда мир кажется слишком жестоким, и смелости продолжать любить свою работу и своих поклонников, даже когда давление никогда по-настоящему не прекращается. Чингук демонстрирует эту смелость по-своему. Он появляется перед нами, зная, что каждое слово может быть искажено, каждое движение может быть проанализировано, каждое выражение может быть предметом предположений, и все же он выбирает быть там, выбирает приветствовать, выбирает сказать, что любит нас, и это немаловажно, это решение, рожденное из искреннего сердца. Тэхён также демонстрирует другой вид силы. Он не всегда говорит долго, но через фотографии, через короткие сообщения, через свое спокойное присутствие, кажется, что все будет хорошо, что он все еще здесь, что он все еще идет по тому же пути вместе с нами, и в мире, полном шума, такое спокойствие ощущается наиболее сильно. Многие видят в них просто кумиров, публичных личностей, громкие имена в индустрии, но для нас они — люди с чувствами, с бременем, с мечтами, со страхами и с надеждами. Они растут на наших глазах, учатся, падают, поднимаются и продолжают идти вперед. Мы не всегда можем знать, что происходит за кулисами, мы не всегда можем понимать причины каждого решения, но одно ясно — они никогда не перестают пытаться, они никогда не перестают отдавать все лучшее, даже когда сами чувствуют усталость. Связь между Тэхёном и Чингуком прошла через множество этапов. От стажировки до дебюта, от мировых турне до ответственности взрослой жизни. Они видели друг друга в самые усталые, самые счастливые, самые подавленные и самые гордые моменты. Именно эти общие переживания создают близость, которую невозможно подделать. Такая близость рождается не из теории, не доказывается аксессуарами, не определяется тенденциями. Она развивается со временем, из доверия, из готовности оставаться в настоящем моменте, даже когда мир меняется. Fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness, famous for the way up, play the